Случилось немыслимое. Почему HYBE, та самая компания, которая превратила BTS в мировой феномен, внезапно отодвинула Чингука на второй план на пике его влияния? Почему именно сейчас? И что это значит для будущего BTS? Шокирующий поворот событий оставил миллионы армий по всему миру в недоумении, поскольку слухи об отстранении Чингука быстро распространились, за которыми последовала эмоциональная реакция Чимина, еще больше опустошившая фанатов. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями HYBE? И почему Чингук, которого часто считают главной опорой группы, внезапно оказался в тени? Заголовки газет разразились с такой силой, что осознать это было почти невозможно. Начали распространяться слухи о том, что Чингук тихо решил уехать в США после того, как внутренние разногласия пошатнули фундамент его отношений с компанией. Слухи стали громче, когда он появился на неделе моды в Нью-Йорке в рамках мирового показа Calvin Klein, стоя в одиночестве, без привычного лейбла BTS, который был ему напрямую привязан. Для многих это было больше, чем просто дань моде, это выглядело как намеренное заявление. Может быть, это стратегия HYBE, направленная на то, чтобы оттеснить его на второй план? Или же сам Чингук пытается вырваться из становящейся все более удушающей среды? Сам факт его отъезда в США вызвал серьезные опасения. Он слишком точно совпал с постоянными обвинениями HYBE в подготовке к реструктуризации отношений с некоторыми участниками BTS. Хотя официальной позиции по этому поводу представлено не было, доказательства были на виду. Отсутствие Чингука на мероприятиях группы и его внезапное молчание по вопросам, в которых ARMY отчаянно нуждались в ясности, и явная смена рекламного фокуса компании. Эти тенденции нельзя просто списать на совпадение. Они указывают на стратегию, в рамках которой HYBE, по-видимому, проверяет, как мировая аудитория отреагирует на будущее, где Чингук больше не будет центральным лицом BTS. А затем последовала реакция Чимина, которая повергла фанатов в шок. В отличие от других, предпочитавших молчание, поведение Чимина в недавних выступлениях говорило само за себя. Боль была видна в его выражении лица, тоне голоса и его редком, уязвимом выборе слов. Для тех, кто знает связь между Чимином и Чингуком, это было неоспоримо. Он сдерживал эмоции, слишком сильные, чтобы скрывать их. Поклонники заметили, как его слова о потере того, что мы когда-то защищали вместе, казались завуалированным посланием, зашифрованным выражением скорби по поводу положения Чингука в компании. Зачем Чимину намекать на такое горе, если ничего важного не произошло? Расклад сил в HYBE давно стал предметом спекуляций. Рост компании из небольшого лейбла в мирового гиганта был основан на невероятном успехе BTS. Но темная сторона этого успеха часто упускается из виду. С каждым триумфом росло давление, связанное с необходимостью контролировать, формировать повествование и диктовать, кто из участников будет играть ту или иную роль в то или иное время. В случае с Чингуком его невероятная глобальная привлекательность, от музыки до моды, оказалась палкой о двух концах. Он стал слишком велик, чтобы его сдерживать, слишком влиятельным, чтобы им можно было управлять в рамках прежних ограничений. Видел ли HYBE в этом угрозу, а не преимущество? Переезд в США, связанный, в частности, с неделей моды в Нью-Йорке и Calvin Klein, был не случайным решением. Партнерство Чингука с американским брендом стало одним из самых прибыльных и заметных проектов за последние годы. Его присутствие на мероприятии без тесной связи с BTS намекало на стремление к независимости, будь то добровольное или вынужденное. Для HYBE это может означать неприятную реальность. Чингук, возможно, больше не зависит от идентичности группы в своем глобальном влиянии. Для ARMY это вызвало мучительные вопросы. Чингука подталкивали к отходу от BTS или его подталкивали к этому? Страсти накалились, когда в сети появилось видео, на котором Чимин реагирует на отсутствие Чингука. Поклонники описывали его голос как надломленный, а в глазах читалась скорбь, которую невозможно передать словами. Контраст между обычной теплотой Чимина и его приглушенным тоном поверг ARMY в пучину горя и возмущения.
Многие считали, что его невысказанные слова отражали то, что чувствовал сам фандом: предательство, смятение и глубокое чувство утраты. Связь Чимина с Чингуком всегда была одним из самых дорогих сердцу моментов BTS, построенная на годах общих трудностей и побед. Видеть, как она напрягается под тяжестью корпоративных интриг, было выше сил для фанатов. Но, пожалуй, самым тревожным аспектом является молчание тех, кто мог бы прояснить ситуацию. HYBE сохраняют стратегическое молчание, не давая объяснений или опровержений. Сам Чингук проявил себя только своими действиями, а не словами. Это молчание не случайно, оно рассчитано. Оно заставляет фанатов подвергать все сомнению, в то время как компания сохраняет правдоподобное отрицание. Результатом становится буря домыслов, которая только углубляет эмоциональный разрыв между ARMY и организацией, управляющей BTS. В отсутствие правды каждый жест, каждое слово и каждое решение приобретают все более громкий смысл. Наблюдатели отмечают, что это не первый раз, когда HYBE обвиняют в манипулировании имиджами своих артистов или оттеснении участников группы в угоду корпоративным интересам. Взрывоопасность ситуации обусловлена выбранным временем. Учитывая, что будущее BTS и так находится под вопросом, идея маргинализации Чингука воспринимается как прямая атака на саму идентичность группы. Фанаты давно считают Чингука одновременно и самым молодым, и одним из важнейших основоположников звучания и имиджа BTS. Представить BTS без него или с его намеренной изоляцией все равно, что разрушить саму основу группы. Гнев внутри фандома кипит. ARMY, известные во всем мире своей преданностью, выплеснулись на социальные платформы, требуя ответов, мобилизуя хэштеги и анализируя все возможные зацепки. Но за этим гневом кроется горечь утраты. Вид Чимина, явно потрясенного, пронзил даже самые громкие голоса протеста. Для многих фанатов его боль подтвердила худшие опасения: что-то необратимое уже произошло, и что BTS, какими они их знали, могут никогда не вернуться в полной мере. Иначе почему бы Чимин, обычно осторожный в своих публичных эмоциях, позволил проявиться такой уязвимости? Этот разворачивающийся кризис оставляет больше вопросов, чем ответов. Пытается ли HYBE стратегически построить сольные империи, разделяя пути участников? Или это более глубокий раскол, отражающий непримиримый конфликт между Чингуком и компанией? Сам ли Чингук выбрал эту отстраненность, чтобы сохранить свою творческую независимость? Или решение было навязано ему при обстоятельствах, которые он пока не может раскрыть? И какую роль во всем этом играет реакция Чимина? Было ли это сигналом сопротивления, или просто моментом глубокой человеческой боли? Пока что одна истина остается неоспоримой: доверие между ARMY, Чингуком и компанией глубоко подорвано. Каждое новое появление, каждая едва заметная реакция будут изучаться с такой интенсивностью, которую не выдержит ни один заготовленный сценарий. На карту поставлено не только место Чингука в BTS, но и сама душа BTS. И поскольку эмоциональная реакция Чимина служит одновременно зеркалом и предостережением, мир с тревогой ждет, что будет дальше. Напряжение не спадает. Вскоре миру, возможно, придется столкнуться с самой болезненной возможностью из всех. С тем, что BTS, как единая сила, вступили в необратимую трансформацию. Если Чингука действительно оттеснили, и если реакция Чимина хоть как-то свидетельствует о внутренних разногласиях в группе, то слезы ARMY могут быть лишь началом бури, которая может переосмыслить все, за что когда-то выступали BTS. Каким бы драматичным и эмоциональным ни звучал этот рассказ, важно подчеркнуть, что заявление о том, что HYBE исключили Чингука из BTS или намеренно отодвинули его на второй план, не основаны на подтвержденных фактах. Обсуждение того, что Чингука оттеснили, или Чимин отреагировал с видимой душевной болью, это история, построенная на домыслах, неверном толковании отдельных событий и эмоциональном восприятии фанатов, которые пристально следят за каждым шагом своих кумиров. На самом деле ни Чингук, ни Чимин не подтверждали эти заявления, и нет никаких официальных указаний на то, что HYBE предприняли какие-либо действия для исключения Чингука из BTS. Правда более тонка. Решение Чингука посетить неделю моды в Нью-Йорке и представлять Кэлвин Клейн – это не акт отделения,
а расширение его влияния за пределы музыки. Будучи самым молодым участником BTS, он, естественно, пользуется мировой популярностью, открывая возможности в сфере моды, брендинга и креативных индустрий. Это не означает, что он покидает BTS или его вынуждают уйти из группы. Напротив, подобные взаимодействия подчеркивают способность участников добиваться индивидуального успеха, сохраняя при этом принадлежность к единой коллективной идентичности. Что касается так называемой душераздирающей реакции Чимина, то большая часть интерпретаций основана на выборочном наблюдении. Поклонники часто анализируют язык тела, тон и выражение лиц, отражая собственные страхи и тревоги о будущем группы. Моменты тихого размышления или подавленных эмоций Чимина не следует автоматически связывать с деятельностью Чингука или политикой компании. Без явного подтверждения несправедливо проецировать на него такие выводы. Артисты, как и любые люди, испытывают широкий спектр эмоций как на публике, так и в личной жизни, и не все из них несут в себе скрытые послания о внутренних разногласиях. Также важно понимать характер текущего этапа развития BTS. Группа находится в переходном периоде, когда участники занимаются сольными проектами, сохраняя при этом преданность BTS в целом. Это неизбежно порождает спекуляции, поскольку фанаты привыкли видеть их единым целым. Однако сольные начинания не тождественны распаду, а стремление к индивидуальному пути не означает автоматический конфликт или отчуждение. Напротив, это отражает эволюцию группы, которая существует уже более 10 лет и теперь расширяет свое влияние в различных индустриях. Большая опасность подобных спекулятивных историй заключается в ненужной панике и эмоциональном потрясении, которые они вызывают в фандоме. Любовь и преданность ARMY сильны, но, подпитываемые непроверенными заявлениями, эта страсть может превратиться в страх, гнев и разногласия. Крайне важно относиться к этим слухам осторожно, отделять факты от интерпретаций и ждать внятного ответа от самих участников. Ни Чингук, ни Чимин не говорили о предательстве, отчуждении или расставании. Пока они этого не сделают, безответственно распространять выводы, рисующие столь разрушительную картину будущего BTS.